Всем привет, я Марина и с вами Школа Сакрамел. Основа основ. То, без чего невозможно представить красивый маникюр. Это правильный опил формы ногтей. В этом видео расскажу, как выполнить опил 5 самых популярных форм. Смотрите видео до конца, будет полезно, и поехали! Посмотрим на ногти. Я выполнила маникюр, зашлифовала поверхность и один ноготочек специально донарастила, чтобы показать опил формы миндаль. Сделаем разные виды форм. Для опила нам понадобится пилка для натуральных ногтей. Обычно для опила натуральных ногтей используются пилочки 180-240 грит. Пилки могут быть как одноразовыми на деревянной основе, так на металлической со сменными абразивами. Если основа пластиковая, на нее наклеиваются файлы, например, вот такие 240 грит, компания Мир Пилок может выполнить на заказ печать любого логотипа, чтобы ваши пилки выглядели более презентабельно в глазах клиентов. С противоположной стороны мы можем наклеить баф. Они идут в пачке, таким образом выгоднее покупать. 180 грит. Баф необходим для сглаживания поверхности. Также такую пилку с абразивностью 240 грит с белым абразивом поверхностью. И такой баф можно использовать при пилочном маникюре. Можно слегка отклеить поверхность, и во время пилочного маникюра мы обычно немного смещаем баф на 2-3 мм от основания для того, чтобы эффективно зашлифовать кутикулу. Постепенно отклеивайте защитную пленку, и тогда проблем с приклеиванием не будет. То есть одной стороной мы можем как подпиливать ногти, так работать с кутикулой. Но опять же, если мы выполняем пилочный маникюр, то и этот файл лучше приклеить с отступом. Таким образом мы выполняем пилочный маникюр. У меня на канале есть отдельное видео, которое посвящено этому, можете посмотреть. А бафиком уже будем шлифовать поверхность кожи, а также матировать ноготь. Также для пилочного маникюра существуют специальные наборы, в которые входят 2 файла с различным видом абразивности, деревянная основа, которая является одноразовой, а также 2 вспененных файла для шлифовки. Также удобен такой набор при выполнении пилочного маникюра как одноразовый инструмент. Он считается более безопасным, поскольку не требуется его дополнительная обработка как маникюрного. Если мы рассматриваем абразив 100-180 грит, это говорит о том, что данная пилка очень жесткая. Стороной 180 грит можно опиливать форму, а стороной 100 грит работать с твердыми материалами или, например, убирать оставшуюся базу с поверхности. Либо использовать такие пилки для моделирования. Также у Мир Пилок есть специальные терки для выполнения педикюра. Помимо этого, диск. Сейчас очень популярен педикюр именно дисками и сменные абразивы различной жесткости. Если вам интересна эта тема про педикюр дисками, дайте знать в комментариях. Особенно для мастера удобны вот такие наборы с одноразовой пилочкой на деревянной основе, одноразовым бафиком и палочкой. Все аккуратно упаковано. Клиент уверен в чистоте данных инструментов, что не где-то они лежали россыпью и так далее. Это очень удобно. Это поднимает доверие в глазах клиента. Для опила буду использовать пилку для натуральных ногтей 180-240 грит. Посмотрим на ногти. Если они очень мягкие, гибкие, перепиленные, истонченные, рекомендую придавать форму мягкой стороной 240 грит. Если ногти нормальные, можно использовать сторону 180 грит. И сначала мы выполним с вами опил формы четкий квадрат. Для этого беру пилку следующим образом. 4 пальца с одной стороны кладу, большой с противоположной, как будто мы пытаемся открыть ключиком дверь. Берем палец 2 своими, держим очень уверенно, для того, чтобы во время опила палец не ходил в разные стороны. Клиенту от этого будет неприятно. Ставим пилочку, прижимаю ее полностью ко всей плоскости ногтя свободного края и выполняем длинные движения в обе стороны. Для того, чтобы квадрат получился четким, немного наклонитесь и посмотрите, а ровно ли вы держите пилку или она все-таки заваливается под ногтевую пластину. Если она идет под углом, то четкого квадрата, к сожалению, не получится. Работаем в 2 стороны, длинные движения. Следующий важный момент – остановиться и убрать пилку. Ошибкой будет, если вы отшвырнете пилку, таким образом каждый раз вы будете убирать уголочек и ноготь будет асимметричным. Остановились и убрали.
Посмотрим, у нас получился четкий квадрат, пилочка полностью соприкасается со свободным краем. Чтобы убедиться, ровный он или нет, необходимо отвернуть руку клиента от себя, вот таким образом, и посмотреть на высоту уголков, находятся они на одном уровне или на разном. Если на разном, то прямо в таком положении доработать форму. Следующий опил – это нижние параллели, очень важные места. Линии, выходящие из точек роста до свободного края. Зачастую мастера совершают следующую ошибку. Берут пилочку и опиливают вот так. Тем самым в этом месте, в точке роста, ноготь истончается и впоследствии происходят трещины и сломы. Чтобы этого избежать, во время опила нижней параллели поверните палец клиента на бок, оттяните валик и установите пилочку вот так, под ногтевую пластину. В таком случае вы опилите ровную линию из точек роста и сможете избежать ступенек. Чтобы опилить противоположную сторону, также поверните палец на бок. Не забудьте оттянуть боковой валик. Сейчас параллель немного опущена, мы ее приподнимаем. Теперь у нас ровные параллели, они находятся на одном уровне и ровный свободный край. Уголки у нас остаются острыми, поскольку это четкий квадрат. Если вы хотите сделать форму мягкий квадрат, то технология будет такая же. Сначала опиливаем свободный край, опиливаем нижние параллели и затем скругляем получившиеся уголочки. Вот таким длинным движением, аккуратным, медленным. То есть не нужно очень сильно в этом месте пилить, иначе углы станут совсем округлыми. Конечно, если это не желание клиента. Есть некоторые клиенты, которые прям любят округлую форму, но это уже другая форма, которая называется скво-овал. И сейчас я вам покажу, как ее выполнять на среднем ногте. Хотите развиваться и знать больше о маникюре? Приглашаю в базу знаний школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов по цене одного. С получением сертификатов. Они доступны по всему миру. Чтобы присоединиться, переходите по ссылке в описании. Если до этого мы ставили пилочку перпендикулярно, то сейчас наоборот. Пилка будет заходить под ногтевую пластину под углом 45 градусов. И также опилим в обе стороны. Ждем, когда центр коснется пилки. Центр коснулся пилки, мы видим с вами округлый свободный край, но при этом остаются уголки с одной и другой стороны. Остается опилить нижние параллели, делаем это также при виде сбоку с одной стороны, с другой стороны делаем ее ровную, пилку располагаем под ноготочком, отворачиваем руку клиента от себя и смотрим на симметрию. Подписывайтесь в социальных сетях, там вас ждет еще больше полезной информации. В завершение мне нравится пройти бафиком для сглаживания формы, для того, чтобы убрать остатки от опила. Такая форма максимально естественная и нравится большинству клиентов, так как в четком квадрате уголки могут цепляться, тут они же скруглены. Если все-таки клиент хочет больше мягкости, тогда это уже форма овал. Покажу на безымянном пальце, как ее выполнять. Берем также эту пилочку, прикладываем пилку по диагонали от точки роста и совершаем длинные движения к центру. Работаю в обе стороны. Сначала проглаживаю одну боковую стенку, пока она не станет четкой, ровной, такой, как мне необходимо. Затем то же самое делаю с другой стороной. И только затем третьим этапом сглаживаем зону посередине, пиковую часть, также длинными движениями. Не совершайте коротких прерывистых движений, так как ноготь будет граненый, как граненый стакан. Только длинные. Рука работает легко, то есть я не осуществляю сильного давления, как по воздуху. И сейчас при виде сверху у нас получается форма овал, но если посмотреть при виде сбоку, все еще далеко не так красиво. Поэтому устанавливаю пилку под ноготочек и также тут плавно скругляю. Делаю плавное скругление к свободному краю. Ошибкой будет, если сделать не плавное скругление, а резкую диагональную линию из точки в роста. В таком случае красивый овал не получится, а ногти будут напоминать семечки.
Поворачиваем на другую сторону и также устанавливаем пилочку под ногтевую пластину. Смотрите, как сейчас тут все это некрасиво. Ставим и мягкие такие скругляющие движения к центру. Плавная линия. Теперь все у нас красиво. По завершению можно еще слегка подровнять форму. И, как я уже сказала, мне нравится пройтись бафиком для мягкости формы. Для того, чтобы таким острым ногтем никого не поцарапать. По-моему, также очень красиво, естественно и подходит под ногти моей модели. И еще одна форма, одна из самых распространенных и для мастеров почему-то сложная в опиле, форма миндаль. Наша задача с вами скруглить боковые стороны, то есть опилить их нижнюю треть. У точек роста мы сильно не скругляем и делаем более заостренную форму. Пока вы только учитесь, вы также можете себе карандашиком простым или маркером нарисовать будущую форму. Таким образом вам будет проще ориентироваться. Как обычно, первым этапом опиливаем свободный край. Для этого также устанавливаю пилку под ногтевую пластину. Длинные движения в обе стороны. Сейчас пилочка располагается лежа. Смотрите, таким образом я не сначала пилю квадрат, а из него потом выпиливаю овал или миндаль, а сразу задаю округлую форму. Теперь опиливаем нижнюю треть, которую я нарисовала. Ставим пилочку, таким образом прижимаем к боковой стенке и выполняем скругление к центру. Движения должны быть длинные. Когда вы видите, что вы почти сделали идеально, так как вы хотели, с такую степень заужения, которую вы хотели, вы можете переходить к противоположной стороне. Также работаем с нижней третью. Длинные движения. И оформляем пиковую часть вот такими длинными проглаживающими движениями. Также обращаю внимание, что сейчас работаю только при виде сверху. Пока что там при виде снизу меня мало интересует. Единственное исключение, если ногти у клиента сильно арочные, то лучше сразу начинать опил с нижней параллели, поскольку при виде сверху можно перепилить и нижняя параллель будет такая как вогнутая, некрасивая. Опилили при виде сверху. Отворачиваем руку от себя и в таком положении смотрим также на симметричность, дорабатываем. Обратно поворачиваем. И теперь мы можем проработать нижние параллели. Кладем руку на бок. И тут очень важное замечание. Сначала у нас должна идти прямая линия и затем только плавный подъем наверх. У точки вроста не делаю движения вверх-вниз, чтобы ее не распиливать, чтобы ноготь не начал тут отслаиваться. У точки вроста вниз, далее уже чуть ниже в обе стороны и постепенное сглаживание кверху. Посмотрите, какая красивая и плавная нижняя параллель. То же самое делаем с другой стороны. Обратите внимание, как постоянно я кручу палец клиента. Оттягиваем валик, чтобы его не поранить. Многие мастера зажимают вот так валик и пилкой прорезают его. Это очень больно и неприятно. Не делайте так, просто натяните и пилочку поставьте под ноготочек. В точке вроста в одну сторону, далее в две стороны и плавное скругление. Посмотрите в торец, на одном ли уровне находятся нижние параллели. Ну и берем маркер, который остался на поверхности. Для этого меняю захват пилки на такой и выполняю смахивающее движение, благодаря которому можно убрать остатки базы, которые есть на поверхности, сделать ее более гладкой. Проглаживающее движение. Если после этого этапа форма испортилась, можно также ее немного подправить, либо я использую баф. Прохожусь также по торцу, снизу, чтобы убрать остатки от опила. Убираем пыль и посмотрим на форму. Таким образом, мы с вами рассмотрели основные формы ногтей. Четкий квадрат, мягкий квадрат, скво-овал, овал и миндаль. Обязательно пробуйте, тренируйтесь, я уверена, у вас получится. Чтобы правильно опиливать форму ногтей, нужно тренироваться. Не обязательно начинать с моделей, можно начать с типс. И на эту тему у меня есть отдельное видео на канале, обязательно его посмотрите. Практикуйтесь, пробуйте, у вас все обязательно получится. Ставьте пальчик вверх этому видео. Всем успехов, пока-пока!